Друзья, всех приветствую, на связи Ксения Давиденко. В этом видео я бы хотела с вами поделиться опытом семейного образования, рассказать про все плюсы и про все минусы, и стоит ли переводить своего ребенка на семейное образование. Смотрите, примерно 1,5 года назад, то есть когда у меня ребенок учился еще в 1 классе, мы как раз-таки стали об этом задумываться. В 1 класс он пошел как и все, то есть это был первый звонок, это была обычная традиционная школа. В итоге, проучившись полгода, я заметила такую вещь. Первое. Во-первых, ему очень сложно высиживать все вот эти уроки подряд. А там и по 4 бывало, и по 5 уроков. В основном там 4 урока в среднем в 1 классе. Это первый момент. То есть после садика адаптироваться и постоянно сидеть, особенно если ребенок активный, а у большинства сейчас дети активные, я думаю, что мы не один такой, им, конечно же, очень сложно. Вот эти маленькие переменки по 5 минут, чтобы им выбросить эту дурь, как говорится, выбросить эту энергию, им абсолютно не хватает. Поэтому они потом приходят домой, у них это начинается, вот эти срывы, вот эти какие-то истерики, капризы и так далее. Это все из-за того, что очень много за день скапливается энергии, которую они не смогли просто выбросить. Это первый момент. Второй момент. Понятно, что нет индивидуального подхода, потому что учитель один, детей много, там 25-30 человек, каждому внимания не уделишь. И поэтому мне приходилось в любом случае после уроков, когда мы там сидели дома, делали все уроки, мне приходилось повторно где-то что-то объяснять, тоже смотреть тему, тоже ее изучать, каким-то образом, соответственно, принимать максимальное участие в обучении ребенка, особенно, то есть это очень важно на 1 году обучения. То есть, по большому счету, я тоже тратила свое время дополнительно для того, чтобы что-то ему объяснить или донести. Поэтому в любом случае усвояемость информации в традиционной школе, она ниже. Это 100%, я сейчас уже имею опыт и тот, и другой, поэтому могу с вами делиться. Но сейчас дальше, я буду объяснять плюсы, то есть, что реально в итоге, какой результат это дает. Ну и третий момент, который меня реально напрягал, это огромное количество времени. То есть я понимала, что если сейчас на первом году обучения уже по 4 урока, дальше будет еще больше, там по 5-6 уроков. То есть ребенок как минимум полдня пропадает в школе, потом полдня он, естественно, будет где-то что-то отдыхать, делать уроки. В общем-то, жить особо некогда, то есть это будет просто бесконечно 11 лет обучения. Нет, я, конечно, не против обучения, я сама обучаюсь, каждый день обучаюсь, то есть я учусь такой вечный студент, но я за то, чтобы нужно, конечно же, жить, нужно как-то и заниматься своим хобби, и развлечениями, и вообще, в принципе, отдыхать. Поэтому я это все понимала. При всем при том, что когда я приходила, когда мы уже принимали решение на семейное образование, мы общались с учителями, также из традиционной школы в том числе, и абсолютно каждый нам говорил, если у вас есть возможность обучать ребенка индивидуально, делайте это, потому что, сегодняшнее образование, к сожалению, оно, во-первых, не дает того качества, которое хотелось бы, усложняются программы, то есть увеличивается время обучения, дети реально перегружаются, дети устают, и в общем, и и по списку. Поэтому мы, соответственно, начали думать. Я сразу скажу, нам это решение далось непросто. Мы на протяжении полугода, общались с учителями, мы читали отзывы в интернете. Я загуглила, оказывается, огромное количество онлайн-школ. Я этому действительно была очень поражена, потому что не сталкивалась с этой темой, и я думала, что, в принципе, на семейном образовании это те дети, которые инвалиды, либо это, может быть, спортсмены, то есть те, которые не имеют возможности посещать школу. А оказывается, то есть онлайн-школ очень много, ее с десяток точно я нашла. Есть как частные онлайн-школы, есть как и официальные онлайн-школы, то есть которые организованы от традиционных, то есть мы учимся именно в такой, то есть в официальной онлайн-школе, которая организована от традиционной школы, то есть там официальные зачисления, то есть официальное оформление, то есть, соответственно, аттестат будет государственного образца. Только лишь обучение происходит в онлайн-режиме. Все. Все, собственно, отличие. Поэтому мы на протяжении полугода принимали решение и пришли к такому выводу, что, в принципе, мы можем просто попробовать, год поучиться, 2 класс, за год, даже пусть не год, полгода,
За полгода ребенок слишком много не упустит в любом случае. Если что-то упустит, всегда можно догнать, нагнать и так далее. То есть мы решили просто попробовать перейти и попробовать поучиться. То есть прошел год, весь 2 класс мы проучились в онлайн-школе. Как происходит обучение? Происходит обучение в онлайн-режиме, то есть есть личный кабинет, я сниму видео отдельно, покажу, как выглядит этот личный кабинет. Там есть электронный журнал, там есть список предметов, там есть расписание, да, и, соответственно, мы заходим в этот личный кабинет, и каждый день мы изучаем 1 урок. В неделю всего получается 5 уроков, всего 5 уроков. Почему 5? Потому что, во-первых, там нету музыки, ИЗО, физкультуры, то есть вот таких вот вторичных, да, дисциплин их нет. То есть мы, соответственно, берем на себя ответственность развивать в этом отношении ребенка сами. Ну, согласитесь, не у каждого ребенка есть способность рисовать, не каждый ребенок это любит делать. Поэтому, если ваш ребенок это не любит делать, ну, лучше тогда найти ему занятие реально по душе. То же самое состоит там и с подделками, да, и с физкультурой. Ну, у кого-то вообще, в принципе, дети не имеют возможности заниматься там спортом, да, какими-то физическими нагрузками. Поэтому, по большому счету, мы просто-напросто его отдали там на секцию, да, там он весь 2 класс проходил, там на плавание ходил, потом он решил пойти на карате. То есть в любом случае физически ребенок развивается и ходит в определенные кружки, только где уже общается с единомышленниками, да, с теми детьми, которые по большому счету как бы имеют общие интересы, а не так, потому что пришлось им там в одном классе учиться. На мой взгляд, это огромный плюс. Поэтому всего 5 уроков, так как нет перекличек, так как нет никаких опросов, урок проходит быстро, да, то есть урок длится от 20 до 30 минут. Это уже готовая запись, которую мы можем просмотреть в любое время. То есть мы не привязаны ко времени, нам не нужно с утра там в попыхах никуда вставать, да, там судорожно собираться, бежать в школу, кормить, там пихать ребенка, вставай и так далее, да, то есть вот этого у нас ужаса нет. Мы спокойно встаем с утра, мы завтракаем, да, ребенок там в 9 часов садится за уроки, изучает материал и, соответственно, начинает его выполнять. Все учебники у нас тоже в электронном формате, это, кстати, очень хорошая экономия, потому что один учебник стоит порядка 400 рублей, если его покупать. Если его покупать в электронном варианте, то он там 100, по-моему, 12 рублей, в таких пределах, то есть покупали учебник. Все. То есть больше ничего как бы не надо. Вот эти единственные, то есть тетради, по которым они работают, да, мы их покупали как бы, ну, соответственно, обычные тетради, в которых он выполняет домашнее задание, мы это фотографируем, отсылаем, учитель проверяет, делает какие-то заметки, рекомендации, ну и, соответственно, выставляет оценку. Нет задачи сдавать домашнее задание каждый день. То есть здесь, опять же, по желанию. Мы можем каждый день выполнять и сдавать, можем это сделать на протяжении всей четверти. То есть, предположим, вы куда-то уехали, да, не обязательно там сидеть судорожно, где-то что-то выискивать какое-то время, да, выполнять это домашнее, отсылать. Нет, вы здесь регулируете свое время, вы регулируете обучение так, как вам это удобно, так, как вам это комфортно. Потому что ситуации бывают на самом деле очень разные. И мы как бы вот каждый день у нас, допустим, там понедельник, сегодня мы выполняем литературу. Он смотрит урок, да, если он учит какое-то стихотворение, я его снимаю на видео, либо записываю аудио, все, он выучил, я отослала как бы, загрузила, отослала это домашнее задание, все, его там проверили. Если там, допустим, это математика, опять же, прослушал урок, открыл тетрадку, все выполнил, сфотографировали, загрузили, отослали, все, на проверку. И таким образом каждый день с понедельника по пятницу мы выполняем урок русский, литература, математика, английский, ну и, соответственно, там окружающий мир. Все остальные уроки, что касается ИЗО, физкультуры, технологии, там музыка, там за год дается одна проектная работа, которую просто нужно выполнить и сдать. Все. Как бы получается большая экономия времени. То есть у нас в день на изучение урока уходит всего лишь навсего там 1,5-2 часа. То есть 30 минут он посмотрел, ну и остальное время, соответственно, я там проверяю, как он усвоил материал, да, и, соответственно, помогаю ему сделать домашнее задание. Все. То есть, исходя из того, что, опять же, да, говорю, что уроки сокращенные за счет того, что нет лишних никаких отвлечений, там просто, как бы там просто находится сама тема, само объяснение,
объясняется по нескольку тем, то есть одна либо две темы. И таким образом, то есть за урок они проходят то, что вот в обычной школе они проходят за неделю. Ну, то есть если в неделю там 2-3 урока русского языка, то здесь он за один урок проходит эти 2-3 темы. Поэтому, в принципе, здесь можно двигаться как в ногу с традиционной школы, да, также можно и заранее изучать все эти уроки, потому что они уже в записи, их можно изучать как бы в ускоренном режиме. Вот. Это тоже один из плюсов, который как бы меня очень радует. Следующий момент, то есть это у нас экономия времени, это экономия денег однозначно, да, то есть не нужно ходить на какие там родительские собрания, сдавать какие-то эти школьные поборы, да, то есть ребенок, в общем-то, занимается сам. Но самый главный плюс для меня лично, то, что ребенок понимает, что он учится для себя, то есть весь этот год, который он проучился во 2 классе, я ему рассказывала о том и объясняла, да, то есть и наставляла, направляла его на то, что он учится для себя, что не для учителя. Если в традиционной школе ребенок боится не сделать домашнее задание только лишь потому, что его поругают, его могут спросить, ему поставят 2, да, то есть он получит по факту наказание. Здесь никаких наказаний нет. Здесь ты концентрируешься только на себе, ты обучаешься только для себя. А если ты сдаешь эти домашние задания, опять же, ты сдаешь их только лишь вот для каких-то оценок, как ты усвоил этот материал. Вот поэтому здесь формируется однозначная ответственность, обучение только для себя, учиться для себя и нести за это ответственность. Ну и потом, когда ты делаешь для себя, в любом случае будешь делать это лучше. Это вот тоже один из плюсов, который я отметила. И ребенок становится более самостоятельным, более ответственным, то есть он уже знает, что у него есть материал, который ему нужно усвоить, который ему нужно выполнить, который ему нужно сдать. В принципе, да, такая как бы система, такая больше какая-то такая институтская, самостоятельное, заочное обучение. Но, на мой взгляд, если это формировать с самого, как бы, да, с самого начала, мне кажется, что к институту ребенок уже будет сам там везде учиться, где ему нужно. Почему? Потому что он понимает, что это нужно прежде всего ему. Да, и сейчас уже в свои там 9 лет он там хочет ввести видеоблог, да, то есть быть видеоблогером, и он понимает, что для этого ему нужны знания, да, чтобы общаться о чем-то с людьми, что-то людям рассказывать, да, делиться своим опытом, делиться своими знаниями. Их нужно откуда-то брать. Поэтому он максимально разносторонний, интересуется разными вещами. Самый главный вопрос, который мне всегда задают: а как же социум? Как же социум? Он же не развивается в обществе и прочее. Но, ребят, давайте будем честными. Социум в школе не развивается от слова совсем. Социум развивается в семье прежде всего. Ну и потом, когда у ребенка больше свободного времени, да, то есть, как я сказала, он 2 часа в день тратит всего лишь на уроки, он может уже иметь возможность ходить на другие кружки и развиваться уже в обществе с людьми, с детьми, с которыми он единомышленник, да, то есть ходит он на ментальную арифметику, он там общается с детьми именно по ментальной арифметике, ходит он там на карате, он общается с детьми по спорту на карате, ну и так далее. То есть здесь опять же, да, так как мы контролируем и регулируем обучение ребенка, мы можем отследить его слабые стороны, да. Я, например, отследила, что математика его не сильная сторона, он более творческий, да, он более такой ребенок искусства, и я, соответственно, его дала на ментальную арифметику только лишь по той причине, чтобы, ну, как бы, да, ему было легче изучение материала в школе. Все, да. Здесь мы можем отслеживать сильные стороны и их усиливать еще при этом, то есть делать на них акцент, делать акцент на развитие сильных сторон. То есть получается, мы не пытаемся ребенка образовывать, да, по всем фронтам, чтобы у него везде было всего поровну. Нет, мы чуть дотягиваем слабую сторону и усиливаем сильную сторону. И ребенок гармонично, в принципе, для себя развивается. Ну, и что еще могу ответить? Ребенок более спокойный, потому что он не испытывает стресс. Все равно, как ни крути, школа — это стресс, это большое скопление людей, да, это скопление разных энергий, это учитель, непонятно в настроении, не в настроении, то есть у него не происходит вот этот каждодневный хаос. Поэтому он находится все время в стабильном состоянии, он находится все время как бы в ровном, спокойном состоянии, он спокойно изучает материал, делает домашние задания, все делает спокойно. Поэтому, что могу сказать, социум у нас никак не пострадал,
Мой ребенок имеет огромное количество детей, друзей, да, там у него там в этом, как его, во дворе там, да, целая у него банда, целая бригада своя, и при всем при том, то есть он как бы учит детей, вот как бы у него и по предназначению это, да, то есть что передавать нужны знания, и он, соответственно, как бы это выполняет чисто уже подсознательно. Все знания, которые он получает, он передает детям. И вот детей, то есть он научил там помогать, допустим, да, взрослому поколению. Они ходят там бабушкам, там носят воду, хлеб, там ходят в магазин, выкидывают мусор и так далее. Он их научил, соответственно, там следить за порядком во дворе, и его прозвали мэром двора. Ну, то есть, понимаете, то есть социум, он формируется прежде всего в семье. То, что мы передаем ему, он начинает передавать в общество. И это происходит такой, да, качественный такой энергообмен. Поэтому, ребят, ну, из школы не знаю, что хорошего там можно унести, но, на мой взгляд, как бы сейчас, если есть возможность, ребенка однозначно нужно развивать индивидуально и делать акценты на развитие сильных его сторон, для того, чтобы он вырос сильной личностью, развитой личностью, ну и, соответственно, тем человеком, который может что-то передавать, что-то отдавать, чем-то делиться. Вот. Обучаясь в школе, к сожалению, не хватает времени на все это. Я думаю, что те, кто обучается со мной, точно в этом согласятся. Поэтому я как бы рекомендую. В чем минус? Да, вот единственный минус, который я заметила, здесь нужно в первое время, то есть если это начальные классы, однозначно уделять больше внимания проверке именно усвоению информации, усвоению материала. В принципе, материал усваивается хорошо. За счет чего? За счет того, что там идут презентации. Да? У наших детей на сегодняшний день клиповое мышление. Они все в телефонах, да, мультики, телефоны, игры и так далее. У них клиповое мышление, они визуально хорошо воспринимают информацию. И вот здесь видеоуроки подаются именно в виде презентации, за счет чего идет прям визуализация материала и хорошее усвоение. Но все равно нужно там переспрашивать, да, нужно проверять, насколько он хорошо усвоил правила, чтобы он их повторял, применял и так далее. Здесь нужно просто будет чуть больше уделить времени именно самостоятельному изучению, а вы, соответственно, это проверяете и помогаете усваивать. Это единственный минус, но опять же, для меня это не минус, это плюс. Я максимально принимаю участие в развитии обучения ребенка. Для меня как бы, ну, это как бы, да, огромный плюс. Мы это делаем вместе с супругом, мы поделили с ним дисциплины, которыми он занимается с сыном, да, его дисциплины, это его дисциплины, мои это мои. Мы просто их разделили. Для кого этот формат будет невозможен, ну, если вы, соответственно, работаете где-то с утра до ночи, и у вас нет возможности проконтролировать это, да, и либо кому-то посвятить, проконтролировать, собственно, такой формат, то да, здесь, конечно, для вас подойдет только традиционная школа. Но если вы сидите дома, если вы работаете дома, если есть возможность кому-то, да, даже там бабушкам, например, которые водят в школу, они могут точно так же контролировать обучение, собственно, и в онлайн-школе. Вот таким вот образом. Друзья, я надеюсь, что большинству из вас это видео было полезно. Поставьте лайк, поделитесь с друзьями. Возможно, кто-то ищет ответы на вопросы, потому что как только я написала пост на эту тему, большинство захотели видео, большинство захотели пообщаться на эту тему. И я рада делиться опытом, потому что в свое время, когда я искала эту информацию, когда я была полгода в сомнениях, и мы принимали это решение, честно говоря, я вот искала вот чье-то живое какое-то мнение, кто бы вот просто подсказал и чисто по-человечески рассказал, как оно реально в жизни. Поэтому спустя год мы продолжаем обучаться дальше, мы оставляем онлайн-формат. Единственное, я думаю, может быть, мы добавим каких-то там репетиторов, да, ну вот если там английский, например, да, чтобы опять же усилить. Но это чисто мое желание. На мой взгляд, обучение в школе, в принципе, достаточно для того, чтобы, да, получать это среднее образование. Друзья, я желаю вам всех благ. Увидимся в следующих видео. Пока.